Сегодня у нас тема растяжения сжатия, начало, да, внутренние усилия при растяжении сжатия и что такое допустимое напряжение. Еще один вопрос, который мы рассмотрим, расчетная прочность, туда же в эту тему ложится хорошо. Ну и простые задачи на растяжение сжатия, то есть будет одна задача колонна, вторая задача стержневая система. Вот, мы рассмотрим обе. Постараюсь уложиться в час, как обычно. Хотелось бы быстрее. Так, я жду от вас в чате, просьба большая написать, что со звуком и слышно ли меня. Сейчас я послушаю, попробую послушать через телефон. Так как я веду все сам, то, к сожалению, по-другому, кроме как от вас обратной связи, я не могу получить, да? Поэтому такая вот просьба. Напишите, как звук. Так. Так, добрый вечер. Рад видеть, Игорь. Скажите, как звук, пожалуйста. Трансляция немножко отстает, да, получается, вы меня слышите чуть позже, чем я говорю, поэтому я немножко жду. Так, пока я жду ответа на вопрос, как со звуком, я, как всегда, скину в чат основные ссылки на свой сайт, да, где вы можете получить интересующую вас информацию. Вот так. Слышно вроде норм. Хорошо, отлично. Это как раз... Вроде бы наладил я микрофон, оставил включенным все возможности поднастроить. Вот. Поэтому жду. Так, ну раз ответ получен, к ссылке в чат. И поедем. И помчимся. Итак, значит, мы сегодня говорим про растяжение сжатия и про начало, да, внутренние усилия и откуда они берутся. В общем, как мы уже говорили, с чего начинается сопротивление материалов, это с того, что мы берем обычный стандартный образец, чаще всего начинают со стальных образцов, и потому что диаграмма растяжения у стали такая, что на ней можно показать все точки, которые возможны для разных материалов. То есть на стали проявляются практически все характеристики, которые можно увидеть на других материалах не полностью. То есть, например, у хрупких материалов мы видим только часть, у пластичных материалов тоже. Но сейчас мы нарисуем, что получается, когда мы растягиваем сталь, и тогда я объясню, что я имею в виду. Итак, что мы делаем? Мы растягиваем стальной образец до полного его разрыва. Когда мы растягиваем стальной образец до полного разрыва, мы получаем вот такую вот диаграмму. Это мы делаем с помощью пресса, и когда мы это делаем на этом прессе, мы можем записать два показания того, что происходит. Изменение силы, которую мы прикладываем для того, чтобы этот образец растягивать. И очень важно вот эти вот штуки, да, которые здесь нарисованы, это технологические такие части нашего образца для того, чтобы его закрепить в нашем прессе, чтобы сила прикладывалась ровно вдоль оси стержня. Это очень важно, чтобы
в конце концов получить растяжение. То есть если будет сила не вдоль оси стержня, то мы получим сложное сопротивление, то есть там добавится какой-то вид деформации, ну, обычный изгиб, когда сила вне центрина действует. Итак, значит, что важно, мы не будем рассматривать всю диаграмму, рассказывать долго про это я не буду, я лучше дам вверху ссылку на видео, где рассмотрена полностью лабораторная работа с видео прям самих испытаний и рассказана полностью вся диаграмма. Самое главное, что мы можем сказать, что вот эта сила, это максимальная сила, которую выдержит наш образец. Вот эта сила, которая нас интересует, это граница пропорциональности. Ну а здесь произошел разрыв. Тут еще есть линия упрочнения, которая показывает, что наш образец упрочняется, когда мы ему придаем пластические деформации за границей текучести. Но про наклеп мы поговорим опять же в этом видео, которое я дам ссылку. Сейчас наша задача уяснить для себя следующее, что такое допустимое напряжение и что такое внутренние усилия. Итак, когда мы прикладываем к нашему образцу силу, мы его пытаемся деформировать, мы растягиваем. Деформация и перемещение – это очень разные вещи. Да? Вот если взять наш стержень и приложить к нему силу, то вот он перемещается. Здесь его ничего не держит, он перемещается. Вот это слово, которое мы употребляем в быту, да, перемещение. То есть мы приложили усилия и произошло изменение положения в пространстве нашего объекта. А если мы с противоположной стороны приложим такую же силу, то тело остается на месте, а части его внутренние будут перемещаться. И вот это перемещение мы уже называем деформацией. То есть то, что я только что показал, это будет сжатие. То, что здесь нарисовано, это будет растяжение. Вот мы теперь научились отличать перемещение от деформации. И вот дельта L это и есть изменение длины нашего стержня. Как мы ее меряем? Мы вот так специально на стержне нанесем точечки и будем мерять L нулевое, а когда он разорвется, получим дельта L, то есть сложим две части вместе и получим L1, да, получим после растяжения, после разрыва получим L1 минус L нулевое, это и будет дельта L. Дельта L у нас будет равняться L1, то есть длина после испытаний минус L нулевое. Хорошо, но это будут пластические деформации. Упругие деформации будут до границы упругости. F упругости. Ну и теперь на нашем графике изображены все точки. Единственное, что мы понимаем, что когда мы возьмем наш стержень диаметром d нулевое, каким-то диаметром, возьмем какой-то диаметр и будем его растягивать, то мы приложим вот такие силы и получим такую диаграмму. Если мы возьмем большего диаметра стержень, то нам, естественно, придется прикладывать большую силу. И это означает, что для разных площадей у нас диаграмма будет или выше, или ниже. Если площадь больше, то силу надо прикладывать больше, и диаграмма пойдет выше. Если мы возьмем площадь меньше, соответственно, ниже пойдет. А форма повторится. Для этого материала. То есть если из одного и того же материала разного размера. Теперь мы понимаем следующее. Если мы L нулевое изначально возьмем тоже разное, то относительное изменение длины, дельта L будет разным. Да? Относительное изменение длины нас будет больше интересовать. Короче, если взять длину L нулевое такую или больше, то эта диаграмма будет или больше растягиваться вдоль оси горизонтальной, или меньше. Итак, мы поняли для себя следующее, что для того, чтобы не привязываться к исходным размерам,
нам нужно дельта L разделить на L нулевое, тогда мы получим относительную величину для данного материала. То есть это уже не будет растягиваться по длине. Мы разделили на L нулевое и получили уже другую характеристику, которая называется деформация. Эпсилон – это деформация. А если мы силу разделим на площадь, то мы тоже F разделить на А, то мы тоже получим напряжение. И это тоже будет характеристика уже материала. То есть вот тут граница прочности для материала будет равняться F максимум разделить на А. И вот это и есть напряжение. Напряжение, которое возникает внутри нашего стержня. Теперь представим себе, что мы его вот внутрь заглянем. Да, что там происходит в кристаллической решетке. Я вот просто нарисую, да, поверхность вот эту вот. И вот так нижнюю часть, например, рассматриваю. Да, вот тут у нас сила приложена, F. А здесь вот у нас есть бесконечно маленькие величины, площадочки мы их называем, и силы взаимодействия. Спасибо всем, кто ответил про звук. И силы взаимодействия в этой кристаллической решетке, они есть. Конечно же, они там маленькие, но они, складываясь вместе, создают то внутреннее усилие, которое мы называем N, которое сопротивляется вот этой силе внешней F. То есть, когда мы прикладываем силу, наш стержень до какого-то момента, вот до этого, не разрывается. То есть внутри возникают усилия, которые сопротивляются внешней силе. Когда он разрывался, тогда происходит сжатие упругих деформаций, сейчас мы про это поговорим, и пластические деформации остаются, упругие сжимаются, происходит удар, и стержень разделяется на две части. При этом, кстати, когда стержень разделяется на две части, у нас тут образовывается так называемая шейка, то есть местное утоньшение нашего образца при, вот этого образца, который мы испытываем, при испытаниях здесь утоньшается, D1 получается. Но опять же, мы не будем долго говорить про мнимую и истинную диаграмму, в видео об этом говорится. Но вот у нас есть внутренние усилия. Мы сказали, это такие усилия, которые сопротивляются внутри нашего стержня, образца опытного или элемента конструкции внешним нагрузкам. Соответственно, когда происходит внешнее воздействие, возникает внутреннее усилие. Как его определить? Мы это будем делать с помощью метода сечения. Мы будем рассекать, как мы только что сделали, и смотреть, что же происходит там внутри. Дальше. Очень важно понимать, что вот мы нарисовали сталь. Сталь – это пластичный материал, и его диаграмма выглядит вот так. Вот если посмотреть на вот эту часть и вот эту часть, это дельта L пластичные деформации, а это дельта L упругие, которые после того, как разрыв произойдет вот здесь, они тоже уходят. Поэтому иногда упругие деформации здесь показывают до предела упругости, а иногда здесь показывают, потому что после разрыва образец сжимается и остаются вот эти пластические деформации. Их можно и там показывать, можно там показывать. Они одинаковые. Но пластичный материал имеет достаточно большую вот эту вот дельта L пластичная. А хрупкий материал, такой как чугун, например, он имеет примерно вот такую вот характеристику. А медь, например, да, она имеет вот такую характеристику, меньше там допустимое напряжение. И тут мы видим, например, вот в этой части хорошо видно сигма В. Вот в этой части хорошо видно сигма Т. F текучести разделить на А. То есть нам нужно найти такую величину, которую хорошо видно. Вот эта точка на диаграмме растяжения сжатия, растяжения стали, не всегда ее легко поймать.
а поймать текучесть легче, поэтому привязываются к текучести. А у хрупких материалов привязываются к прочности и делят величину текучести или прочности на коэффициент запаса. Таким образом, опуская напряжение, которое мы будем получать, чуть ниже. То есть, если мы возьмем сигма В, разделим на коэффициент запаса по прочности, а сигма Т, вот здесь, сигма Т, разделим на коэффициент запаса по прочности по текучести, то мы и получаем вот этот уровень. Вот этот уровень, это сигма допустимая. То есть напряжение, выше которого мы не должны допускать в наших конструкциях и образцах для этого материала. Допустимое напряжение будет ниже, чем текучесть, или ниже, чем прочность. Текучесть для пластичных материалов, прочность для хрупких материалов. Обеспечиваем это мы с помощью коэффициента запаса. Коэффициент запаса – величина, которую берут уже эмпирическим путем, то есть после определенного количества опыта или опытов, полученных для этих материалов. Мы в прошлый раз говорили, что, конечно же, все вот это вот нарисовано для материала, который, как в прошлом вебинаре мы говорили, подчиняется тем допущениям и гипотезам сопротивления материалов, которые мы обсуждали в прошлый раз. Идеальный там, и так далее. Но задача про внутренние усилия, что это такое, где их взять, нами только что была обсуждена. Мы получили ответ на этот вопрос. Мало того, мы поняли, что происходит с образцом или элементом конструкции под действием самого простого вида деформации, да, растяжения. И сжатие в некоторых материалах, которые одинаково сопротивляются растяжению и сжатию, здравствуйте, которые одинаково сопротивляются растяжению или сжатию, мы будем эту диаграмму видеть зеркально вниз, да, в минус. То есть сжатие будет точно так же, как и растяжение. Ну, они не будут, вот на этом этапе они, конечно, будут выглядеть по-разному, потому что, ну, вы представляете, если вы сжимаете сталь, то она не разорвется, точки разрыва не будет, она будет бесконечно сжиматься до бесконечно, ну, условно говоря, да, чем больше вы силу прикладываете, тем больше у нее будет становиться площадь. То есть она будет становиться тоньше и больше. Ну, до бесконечности невозможно же объем поменять, да, но в пределе. И есть материалы, которые... Да, и просто к чему я говорил? К тому, что допустимое напряжение у материалов, которые одинаково сопротивляются на растяжение и сжатие, допустимое напряжение одинаковое. То есть плюс-минус какое-то число. А есть материалы, у которых отличие может быть в 20 раз. Ну, например, бетоны всякие. На растяжение они хуже себя ведут, чем на сжатие. И по этой причине допустимые напряжения у них даются плюс столько-то, минус столько-то. То есть если мы получаем внутреннее усилие со знаком плюс, то есть растяжение, об этом сейчас будем говорить, то значит мы берем допустимое напряжение с плюсом. Оно будет меньше, например. А если получаем внутреннее усилие со знаком минус, то допустимое напряжение, естественно, мы берем со знаком минус. И как раз сейчас к этому мы перейдем. Это простые задачи и вот условия прочности. Да? Да, условия прочности. Ну, чтобы уже закончить этот вопрос. Значит, мы сказали, допустимое напряжение, вот эта величина. Значит, условия прочности. Мы уже сказали, что напряжение – это сила делить на площадь. Значит, напряжение максимальное, которое возникает в нашем элементе конструкции, оно будет состоять из внутреннего усилия, максимального внутреннего усилия, которое будет, а их может быть много по длине нашего элемента,
разделить на ту площадь, которая действует на данном участке. То есть вот там внутреннее усилие делить на эту площадь. Это максимальное напряжение. Так вот, максимальное напряжение должно быть меньше либо равно, чем допустимое напряжение. Это и есть условие прочности. То есть, когда мы будем рассчитывать на прочность, мы будем брать вот эту часть неравенства и говорить, что площадь будет больше либо равно, чем n разделить на сигма. И таким образом мы сможем подобрать всегда площадь. Это условие прочности. А теперь, в принципе, используя эту задачу, мы, эти условия прочности и то, что мы сказали раньше, мы решим парочку задач на растяжение сжатия. Как я говорил, это будут задачи простые. Я всегда начинаю с самых простых задач, чтобы объяснить суть, методику. А когда вы поймете методику, тогда вы сможете решать любой сложности задачи, потому что вы знаете, как ее применить. Так вот, самая простая задача. Стержень, который висит с закреплением вверху. В книжке это обычно рисуется вот такой схемой. Как это реально представить себе с обычным? Вот такое вот тело, которое закреплено где-то вверху. Каким образом? Мы можем нарисовать точно так же снизу. В принципе, не важно. Но наша задача просто сказать, что вот у него действует сила F. Она обязательно должна действовать, мы уже говорили, вдоль продольной оси стержня. Иначе будет не только растяжение или сжатие, будет другой вид деформации, когда внецентренная сила действует, внецентренно действует сила, тогда возникает еще и изгиб. То есть, пока об этом не говорим. Итак, сила действует вдоль оси стержня. Что это такое? Это означает, что вот у этого стержня есть площадь поперечного сечения, он закреплен вот как-то вот так, и сила тянет вниз. Как он там закреплен? Заделка. Это означает, что он там... это может быть какая-то рама, у которой есть свои способы закрепления, но к ней приварен элемент, к которому прикладывается сила. Этот элемент приварен жестко вот здесь. И поэтому вот этот стержень выглядит вот так, когда мы его отдельно рассчитываем. Понятно? То есть упрощенно вот эта вся схема, мы все равно ее всегда будем разбивать на части. То есть вот эта рама будет рассчитываться так. Вот этот элемент конструкции отдельно, потом берем эту силу сюда, переносим и рассматриваем раму уже от этой силы. Но сейчас не об этом же, да? Мы просто показали, что вот этот элемент – это часть конструкции, которую мы вырезали, позволили себе, потому что мы знаем, что там сварка, и там жесткое защемление, поэтому нормально. Мало того, мы, конечно же, понимаем, что если нет горизонтальной силы и нет изгибающего момента, то М заделки и опорная реакция X равны нулю. Поэтому, в принципе, то, что там заделка, нас будет мало интересовать. Да и в теоретической механике чаще всего спрашивали, а найдите опорные реакции. А нас, сопротивление материалов, всегда интересует или подбор площади, или проверка прочности. Да? Выдерживает ли наш элемент конструкции, выдерживает ли заданную силу при заданной площади. Или подберите площадь при заданной силе. Мы, чтобы не быть голословными, мы потом зададимся, да, уже числами, потому что меня просили рассмотреть еще и перевод, да, как переводится килограммы в мегапаскаль. Условно говоря, килограммы на сантиметр квадратный с мегапаскалями. Вот мы в конце подставим числа и переведем все до мегапаскалей. А сейчас просто посчитаем. Итак, вот наша сила F. Так как мы договорились, что мы
воспользуемся расчетом на прочность, то это будет следующая задача. А чтобы сейчас килограммы и сантиметры квадратные использовать, то мы возьмем, например, посчитать напряжение. Какое напряжение возникает в нашем элементе конструкции, если площадь заданной конструкции известна? Она известна. Потом мы зададимся числами. Мы сказали, что напряжение определяется как сигма n разделить на а. То есть n это не f. Вот сейчас они будут одинаковые. Но если мы нарисуем f1 и f2, например, или f3 еще добавим, то тут уже надо считать. Чему будет равняться n? Надо считать равнодействующим. А если мы сделаем еще несколько участков, f4 еще добавим, то на этих участках все будет по-разному. Поэтому мы сейчас, не усложняя эту историю, говорим себе, что мы будем всегда делать следующие шаги. Пока не научимся делать их в уме, мы будем их делать прописывая. Что мы делаем? Мы проводим сечение. Провели сечение, нарисовали это сечение отдельно. Сила F, внутреннее усилие N. Мы сразу N направляем от сечения к оставшейся части. Вот этот кусочек мы нарисовали, и от сечения к оставшейся части рисуем. По большому счету мы рисуем на растяжение n. Всегда. И получается, если мы получим n с плюсом, то растяжение и есть в нашем стержне. А если мы n получим с минусом, то значит мы не угадали направление, и значит там n не так направлено, а в противоположную сторону. Минус означает просто направление не в ту сторону. Значит, сила вот так направлена, внутреннее усилие, это означает, что элемент сжимается. Мы нарисуем потом и так, чтобы вы увидели, как это выглядит. То есть провели сечение, нарисовали отсеченную часть. От сечения к оставшейся части нарисовали n, потом вспомогательную ось добавили, хотите вверх, хотите вниз, это не принципиально. X я уже использовал, будет y. Так, y. Вертикальная ось, пусть будет y, хорошо. И дальше мы делаем сумму проекций на ось y. Что такое сумма проекций на ось y? Это вот перетягивание каната. Кто тянет в эту сторону, кто тянет в другую. Мы, если в одну сторону тянет, должны складывать, если в другую, значит вычитать. В данном случае мы используем просто y как показывает элемент, который нам позволяет вот это слово в одну сторону или в другую заменить на совпадает с осью y, не совпадает с осью y. Если совпадает с осью y, берем со знаком плюс. Если не совпадает, берем со знаком минус. А дальше, знаете, как грамматические конструкции в предложениях. То есть, когда мы перечисляем свойства какого-то предмета, мы ставим две точки и через запятую перечисляем характеристики этого предмета. Точно так же и здесь мы вместо двоеточия пишем сумма проекции на оси y и ставим две точки. То есть мы говорим, предмет имеет следующие свойства. Дальше пишем все силы, которые попали в сечение. Это F и N. Других сил здесь нету. F и N. У N мы берем знак плюс, потому что совпало с осью y. А у F мы берем минус, потому что не совпало с осью y. То есть в одну сторону или в разные стороны. Если в разные, значит и знаки разные. А в конце вместо точки мы ставим равняется нулю. Потому что по условию задачи тело находится в равновесии, а равновесие это сила действия равна силе противодействия, то есть сумма их равняется нулю. Потому что они с разными знаками, одно плюс другое получится, если они одинаковые, получится 0. Вот. Ну и в результате мы можем сказать, что отсюда
из этого уравнения n равняется f. То есть здесь подразумевается, что знак плюс, он там есть, плюс. Плюс это означает, что мы угадали с направлением, и этот элемент и конструкции растягивается. Вот то, что мы делаем сечение и внутренние усилия от сечения к оставшейся части направляем, позволяет нам автоматом получить знак и быть уверенными, что вот этот кусочек растягивается. Теперь вы это можете использовать на любом кусочке, у которого много разных сил, но вы сделали сечение, от сечения к оставшейся части нарисовали, и вот у вас вы можете эти вектора складывать, используя вот это уравнение. 1, 2, 3 внешних силы, n, направили усилия, сложили по тому же принципу. Да, в принципе, чтобы показать знак минус, мы можем, да, здесь как раз и показать то, что только что нарисовал. Вот я нарисовал f1, f2, 2 и f3, например. А n3 это будет, да, я ее назову так, n3 отсечение к оставшейся части. Тогда для этого кусочка у нас получится, вот дальше я уже всегда себе задачу упрощаю. Я не рисую оси. Остановился, задумался, потому что обычно я это на третьем занятии говорю. Но так как это вебинар, и, скажем так, у нас все в ускоренном немножко процессе, я дальше как использую? Я пишу первую силу, которая мне попалась, со знаком плюс. Ну, просто я не люблю, когда вот сразу минус. Да? Это только мои желания, больше ничто на это не влияет. И говорю, что f1 я возьму со знаком плюс, тогда f2, так как она в ту же самую сторону направлена с плюсом, f3 со знаком минус и n3 будет тоже со знаком плюс. То есть фактически я нарисовал ось y сюда, сюда же. Но если бы у меня сила f1 была вниз, я бы взял ее со знаком плюс тоже, но тогда остальные бы поменяли свои знаки. Но в пределах уравнения я все равно, как бы сначала, когда я беру первую силу, я ее направление выбираю за направление y, положительное, да? Направление первой силы. Думаю, что это могло вас запутать, поэтому я это вытру и продолжу от предыдущего примера. Смотрите, что важно, да? Если я напишу, что вот это y1, направлю просто новую ось, я ее назвал y1, могу назвать z, бета или другими буквами, назвал я ее y1 и запишу, например, сумма проекций на ось y1. Я поменял направление. Вот я убрал это все. Теперь у меня f со знаком плюс, а n со знаком минус. А результат тоже должен равняться нулю. И давайте посмотрим, n равняется все равно f. То есть от того, какое направление оси y мы выбрали, вверх или вниз плюс, не зависит результат. Результат зависит от того, растягивается стержень под действием силы F или сжимается. Вот от него он зависит. Вот здесь мы всегда будем получать плюс, когда растягивается. Вот такая простая задача, да, ну а дальше наша задача найти вот эти напряжения. И давайте тогда, раз мы договорились с мегапаскалями, да, и килоньютонами сантиметры квадратные, переводить все это туда-обратно, то тогда мы возьмем, например, силу F, ну, 10 тонн, а площадь возьмем, например, 2 сантиметра квадратных. И проверим, много это или мало. Я рекомендую всегда переходить от тонн сразу к килоньютонам. Если вспомнить физику, то там было написано следующее.
P равно mg. M это масса, то, что мы обычно в килограммах или в тоннах видим. А G 9,81 ускорение свободного падения метров в секунду в квадрате. Обычно мы умножаем на 10. То есть фактически по большому счету это получается 100 килоньютонов. А сантиметры квадратные мы не будем переводить. Потому что я напишу, да, переводные величины, покажу, как в мегапаскале получить и килоньютон на сантиметры квадратные. Потому что удобнее всего в сопротивлении материалов расчеты вести, когда вот эти величины вот в таком виде. Если брать площадь, представьте себе 2 сантиметра квадратных перевести в метры квадратные. Это будет 0,00 там, да. И вот эти нули с запятыми не так удобно за собой тянуть, как двоечку. То же самое и с килограммами. Ну, 10 тонн перевести в килограмм, это в 10 на 10 третий. То есть получается 10 четвертых. И если брать ньютоны, то это получится еще 10 в пятый. Ну, потому что мы должны умножить на 9,81. То есть опять же получается там вот эти тысячи, а в знаменателе, если метры, получается 0,0 сколько-то там, неудобно. А вот если килоньютоны и сантиметры квадратные, получается более просто удобнее числа для записи. Ни для чего больше. Хотя, опять же, это дело привычки, поэтому я не настаиваю, а просто говорю, что я так использую. Вы можете привыкать к тому, как у вас там, где вы учитесь, или там, где вы работаете. Так, здесь у нас получилось 100 килоньютон, поэтому n я делю 100 килоньютон на 2 сантиметра квадратных, то есть я получаю 50 килоньютонов на сантиметр квадратный. И вот теперь настал момент, когда мы должны записать вот эту цепочку. Давайте писать мегапаскаль. Это 10 в 6 паскалей. Потому что буква М большое обозначает мега. Я здесь напишу М большое. Мега. Это миллион. 10 в 6. И тут же напишу, что М маленькая это милли. Миллиметры, миллиграммы, милли. А милли это означает 10 в минус 3. И когда мы пишем неправильно в ответе напряжение, М маленькое мы можем написать, то между М маленькое и М большое получается миллиард. 10 в 9. Конечно же, преподаватели к этому будут придираться. Ну и у вас ответ тоже будет. Ну, вы можете, конечно, понимать, что мы маленькое вы писали, но в голове думать, что это мега, но лучше сразу писать М большой. Итак, 10 в 6 паскалей. Паскали, опять же, паскали это ньютоны делить на метры квадратные. Это единицы давления, которые мы привыкли видеть. Поэтому 10 в 6 ньютонов на метр квадратный. К маленькая, которое мы используем, это кило, да? Килограммы, кило. Это 10 в 3. Нам нужно килоньютоны получить. Поэтому мы от 10 в 6 отбираем 10 в 3. Ну, вычитаем, да? И получаем, чтобы, то есть 1 ньютон равняется 0,001 килоньютон. То есть 1 тысячная. Единица делить на 1000. Единица делить на 10 в 3. То есть мы отбираем от 10 в 6 10 в 3 и остается 10 в 3 килоньютонов на метр квадратный. Осталось получить сантиметры квадратные в знаменателе, чтобы понять, что нам нужно сделать, чтобы получить мегапаскаль. Давайте напишем, что такое 1 сантиметр. Это что у нас? 10 во второй
вернее 1 метр, напишу, да, 1 метр это 10 во второй сантиметров. То есть санти, с, санти, приставка, сантиметр, 10 в минус второй. 1 метр это 100 сантиметров. Или в одном сантиметре 10 в минус второй метров. Поэтому санти это 10 в минус второй. Ну и вот получается, что в знаменателе у нас 10 во второй в квадрате. Да, потому что метры квадратные у нас. Чтобы получить сантиметры квадратные, метры квадратные нужно возвести во вторую степень. То есть 1 метр квадратный это 10 в четвертой сантиметров квадратных. То есть в знаменателе мы должны написать 10 в четвертой сантиметров квадратных. И тогда мы получаем 10 в четвертой в знаменателе, 10 в третьей в числителе. Сокращается, мы получаем 0,1 килоньютон на сантиметр квадратный. То есть 1 мегапаскаль это 0,1 килоньютон на сантиметр квадратный. Значит 1 килоньютон на сантиметр квадратный это 10 мегапаскаль. Обратная величина. Ну и конечно же здесь мы получаем 500 мегапаскалей. Много это или мало? Много. Обычная сталь не выдержит. У обычной стали мы считаем допустимое напряжение. Допустимое напряжение обычной стали используется чаще всего для упрощения расчетов 200 мегапаскаль. А это может быть только какая-нибудь легированная высокопрочная сталь. У нее там 500 мегапаскалей вполне может быть допустимое напряжение. Вот так мы решили простую задачу с рассмотрением единиц измерений и, в общем, довольно глубоко погрузились в тему сопротивления материалов. Теперь мы сделаем еще одну простую задачу, но это будет уже стержневая конструкция с использованием, тут мы брали сумму проекции на вертикальную ось, мы учились, да, находить опорные реакции, в принципе, но только вместо реакции нам нужно было внутреннее усилие. А сейчас мы нарисуем задачу, где мы будем активно использовать сумму моментов относительно какой-то точки. И таким образом мы убьем двух зайцев. В прошлый раз мы, конечно, это уже записывали, но этот раз мы повторим. Итак, простая задача. Вот какая-то балка, которая закреплена на стене с помощью шарнира. Как это выглядит в жизни? Это вот такая вот балка. Шарнир позволяет этой балке вращаться. Вот он может вращаться. Вот стена, да, моя рука это стена. А вот эта балка это вот закреплена на шарнире. Она свободно вращается. Конечно же, такая конструкция не сможет существовать сама по себе без закрепления еще одной точки. Поэтому вот к этой балке мы добавили трос, стержень или еще какой-то элемент конструкции, который будет этой точки поддерживать и не давать падать. На картинках, схемах обычно рисуют вот эту балку заштрихованной. Это единственное, что обозначает, что вот эту балку мы просто не рассчитываем. Еще говорят, что она там достаточно жесткая, чтобы ее не рассчитывать, или прочная, то есть она массивная. Но на самом деле чаще всего просто, например, вам говорят рассчитать этот стержень, а вашему напарнику говорят посчитать эту балку. И тогда вам дают задачу вот такого плана, а напарнику дают задачу с двумя опорными реакциями, которые вы найдете здесь как внутреннее усилие. Здесь будет уже задано опорная реакция и внешняя сила.
То есть просто эта задача разделена на части. Опять схема, которую мы рисуем, это упрощение для того, чтобы быстрее решить задачу, разделить ее на части. Тот принцип, который мы в прошлый раз осматривали в гипотезах, принцип суперпозиции. Мы можем рассмотреть отдельно это, потом отдельно это и сложить. Ну и вот я возьму простую задачу, там, например, сила F равняется, не будем брать никаких чисел, а здесь, например, возьмем А и здесь возьмем А. Ну или как в анекдоте говорят, А мало, возьмем Б. Просто для того, чтобы различалась величина, пусть будет так. А и Б. Нам потом еще при изгибе это будет тоже удобно использовать. Итак, первое. Вопрос всегда будет, вот в такой схеме, как она нарисована, будет заключаться в том, чтобы подобрать площадь этого стержня. Но в целом в задаче будет состоять из трех. Первое – это подобрать площадь этого стержня. Потом посчитать вот эту плиту. А потом рассчитать вот этот шарнир. Но мы сейчас рассчитываем только этот стержень. Поэтому для того, чтобы подобрать площадь этого стержня, мы будем использовать, так как мы видим, что здесь будет растяжение сжатия, мы будем использовать условия прочности при растяжении сжатия. А выглядит оно, как и раньше, сигма равняется n разделить на а меньше либо равно, чем сигма допустимая. Причем, ну тут, конечно, обычно, я же говорю, мы пишем максимум, да, но это в том случае максимум мы рассматриваем, когда по длине стержня действует много усилий. Сейчас мы увидим, что здесь усилие только одно, мы сейчас это увидим. Дальше. Так как нам нужно рассчитать только вот этот стержень, то мы проведем по нему сечение, нарисуем его отдельно. И так как мы сказали, нас сейчас никто не спрашивает, что будет с опорой, вот здесь, n от сечения к оставшейся части рисуем. И вот эти опорные реакции нас не интересуют. Они есть, но они нас не интересуют. Здесь есть, не видно, да? Здесь есть горизонтальная реакция. Здесь есть вертикальная реакция. Но они нас не интересуют. Шарнирное закрепление на стене, вообще это, знаете что? Это петля дверей. Двери открываются, закрываются, они висят на петле. Это и есть шарнир, да? Он позволяет вращаться свободно. Это и есть шарнир. Дверная петля – это и есть один из видов шарниров. Ну и силу F я могу теперь здесь нарисовать снизу. А почему? Потому что это абсолютно твердое тело, что здесь, оно будет давать одну и ту же силу. FAB. То есть перемещение этой силы просто в схеме нагрузок не вызовет в схеме нагрузок при расчете вот этого элемента не вызовет ошибки. А в схеме при расчете вот самой плиты в точке действия этой силы, конечно, вызовет. Поняли, да, что я имею в виду? Когда я буду рассчитывать пятно действия силы вот здесь или вот здесь, это будет все по-разному. Но это только для вот этих участков будет, когда я буду рассчитывать или здесь, или здесь. Но так как я рассчитываю вот это усилие, то ли сила снизу, то ли сила сверху, не принципиально. То есть очень важно понимать, что схема – это упрощение. И когда мы упрощаем, мы не должны потерять важное что-то, как говорят в поговорке, да, с водой не выплеснуть дитя. Так вот, в данном случае имеем право. Для расчета внутреннего усилия не принципиально. И
Еще, в принципе, да, можно не рисовать вообще всю плиту, а нарисовать ось нашей плиты. Нарисовать этот шарнир, нарисовать внутреннее усилие N, нарисовать внешнюю силу F. Так тоже можно, чтобы не особо путаться. А дальше опять мы понимаем, что относительно этой точки мы должны взять сумму моментов. Почему? Потому что если мы будем брать сумму проекции на вертикальную ось, в наше уравнение попадет эта сила и эта сила. А нам вот эту искать не нужно. А в уравнении будет две неизвестных, это и это. И мы из суммы проекции на ось y не найдем n, а оно нас интересует. И вот единственное, что хорошо, это сумму проекции на горизонтальную ось возьмем и поймем, что вот эта реакция равна нулю. До тех пор, пока не будет горизонтальных сил, горизонтальная реакция будет равна нулю. То есть сумма проекции на ось y не является выгодным уравнением для определения внутреннего усилия n. Берем сумму проекции на ось y, одно усилие, второе неизвестное. А сумма моментов относительно какой-то точки, это сила умножить на плечо. Сила на плечо, сила на плечо, эта сила тоже есть. Но плечо у нее равно нулю. Расстояние от силы до точки, относительно которой мы берем момент, у этой силы 0. У этой силы А, у этой А плюс Б. И у этой силы тоже 0, потому что точку они пересекают. И таким образом сумма моментов относительно точки, назову ее С, это новая запись, да, там была сумма проекции на ось Y, здесь сумма моментов относительно точки. Точка вообще подразумевает, конечно, ось относительно которой происходит вращение. Вот если представить себе, что ось выглядит вот так, да, и я, когда давлю на силу, происходит вращение, то эта ось вырождается в точку. Поэтому говорят, что сумма на плоской задаче, сумма моментов относительно точки. Вот. Сила умножить на плечо, сила умножить на плечо. Момент. Чем больше плечо, тем больше момент. От одного и того же усилия. По этой причине, вот если представить себе, что это дверь, ручку располагают такие вот дальше, вот здесь, от петли дальше, а не ближе. Потому что если ручку расположить вот здесь, попробуйте дверь открыть вот в этой точке. Здесь будет попроще, а здесь проще всего. Потому что сила умножается на плечо. Это та характеристика, которая позволяет вращать тело относительно точки. Сила умножить на плечо. Момент. А дальше сила N умножается на расстояние до точки С, А плюс Б. F умножается на расстояние до точки С, А. И эту бы реакцию я умножил на плечо, но плечо равно нулю, то есть число на 0, 0. И эту реакцию я бы умножил тоже на плечо, но плечо 0. А дальше ставим равняется нулю и знаки. У моментов точно так же. Если вращает в одну сторону, то мы их, там два момента, да, то мы их складываем. А если в разные стороны, то вычитаем. Но опять в математике не принято говорить вот так, как мы только что сказали, в одну сторону плюс, в другую минус. В математике приняты какие-то четкие правила, как вот оси. И следующее правило это стрелки, часовые стрелки. Вот если по часовой стрелке вращает, то принято в сумме моментов брать знак минус. N вращает против часовой стрелки. Вот так. Значит, здесь будет плюс. А F вращает по часовой стрелке. Значит, здесь будет минус. В результате у нас получилось уравнение. Да, тут я, конечно же, двоеточие должен был поставить. Тоже, точно так же, как и в предложении. Да? Характеристики нашего объекта следующие. Двоеточие. Плюс момент, минус момент, а сумма 0.
Ну и как видите, мы в результате получаем n равняется f умножить на a разделить на a плюс b. Чем больше будет a, тем больше будет усилие. Чем меньше будет а, тем меньше будет усилие n. Именно для этого я взял буквенный вид, чтобы показать, от чего будет зависеть внутреннее усилие n. И это как раз то, что я говорил, чем ближе ручка будет располагаться, сила, да, мы же даем, чем ближе ручка будет располагаться к шарниру, да, тем меньше от нее будет момент. И, соответственно, меньше нужно поддерживающее усилие, поддерживающее усилие, значит и будет, соответственно, меньшая площадь, да, этого стержня. Короче, n равняется f умножить на a разделить на a плюс b. Ну и дальше площадь мы должны найти а больше либо равно, я перенес сюда и развернул, да, а больше либо равно, чем n разделить на сигма допустимое. Ну и давайте подберем. Сигма допустимое, например, 200 мегапаскалей. F, например, 20 килоньютонов, это 2 тонны. А равняется 1 метр, B равняется 1 метр. Я возьму одинаковые, чтобы просто ускорить расчет. Ну и здесь тогда получается 20 умножить на 1 разделить на 2. То есть получается 10 килоньютонов, это наша n. Ну и тогда n 10 килоньютонов разделить на сигма допустимое. Опять же помним, что 200 мегапаскалей это 20 килоньютонов на сантиметр квадратный. В предыдущей задаче мы только что это вывели. То есть разделить на 20 и получаем 1/2, то есть 0,5 сантиметров квадратных. Должна быть площадь вот этого поддерживающего стержня или троса, или какой-то другой элемент конструкции. Да? Но главное, что он растягивается, и главное, что он стальной, потому что мы взяли 200 мегапаскалей допустимое напряжение. Вот, смотрите-ка, я в час уложился. Теперь я жду вопросы, отвечаю на них и будем прощаться. Так. Жду, пока дойдет. Пока дойдет последний кадр, чтобы у вас было, чтобы вы дошли до того момента, когда я сказал, задавайте вопрос. Так. Напомню, что вы свои вопросы можете задавать под анонсом следующей трансляции, она будет под этой трансляцией, да. Вы можете задавать свои вопросы через мой сайт, который я сейчас опять повторю на всякий случай, для тех, кто вначале не видел это сообщение. Вы можете следить за трансляциями на страничке вебинаров, там тоже написаны анонсы трансляций, и когда они прошли, там будет ссылка на само видео. Так, ну и тут, это, если у вас возникнет желание поблагодарить меня за мою работу. Так, там все просто, вы можете перейти и в любом
любую сумму, которую не жалко, вы введете и как на обычном интернет-магазине перечислите. Буду признателен, если вы это сделаете. А теперь отвечаю на вопросы. Наконец-то они появились. Так, тык, мой сайт, который вы можете, да, это я написал. Почему в знаменателе А плюс Б? Я что-то пропустил. Так, отвечаю. Почему в знаменателе А плюс Б? Смотрите, вот уравнение. Я сейчас его просто напишу, оно некрасиво получилось в 2 строчки. Да? Вот уравнение. Сумма моментов относительно точки С это n умножить на А плюс Б минус f умножить на А, и все это равняется нулю. Я переношу n на А плюс Б, оставляю слева пока, ну, то есть я расписываю пошагово, да, а f с А переношу вправо, f умножить на А. А дальше я ищу n, значит n у меня будет равняться, А плюс Б пойдет в знаменатель к этой величине, f умножить на А, это справа осталось, а плюс b пошло в знаменатель. Если мы подставим числа, то это будет еще быстрее. То есть а плюс b 1 плюс 1, а здесь просто 1. Ну и вот у нас получается n умножить на 2 минус f умножить на 1 равняется 0. Отсюда n будет равняться f умножить на 1 и разделить на 2. То есть 2n равняется f1. Значит 1n равняется f пополам. Вот по этой причине. Так, книжку какую порекомендовать? Понимаете, в чем дело? Я всегда использую, когда рассказываю и обучаю людей, я всегда использую ту, которой я пользовался, по которой я учился еще в сопротивлении материалов. Первое, потому что там у меня уже много решенных задач. Второе, потому что это книжка инженера железнодорожного транспорта Беляева. Вот. И дело в том, что он был, ну, что такое железнодорожный транспорт? Там есть и ПГС, там есть и мосты, и там есть механики. То есть, по большому счету, эти все задачи Николай Михайлович Беляев. Какой год? Год. 66-й. И здесь еще килограммы и сантиметры квадратные. Вот. То есть, задачи в этом сборнике, они для любой специальности, и поэтому я их использую. То есть, удобно именно по причине того, что на все вкусы и для всех инженеров можно найти эти задачи. Да, это была сумма моментов, ну и вот мы ее записали и вот получили. Все верно. Значит, українською мовою книжечку я могу выслать. У меня есть PDF-ный вариант, но это получается некрасиво. Потому что это пиратская версия. Ну, то есть у меня есть сканированная версия того, что когда-то приходила к нам в институт на рецензию. Да? И вот эта книжечка, она у меня тоже есть в бумажном виде и в сканированном. Вот. И, честно говоря, я не следил с тех пор за книжками, потому что такой необходимости не было. Вот. Поэтому по украинскому мову не порекомендую. Просто потому что не знаю, не владею информацией. Вот. Но если вы почитаете описание к моим видео, вы там для себя найдете интересный, если ваш браузер украинскую мову, то вы там для себя найдете интересные от меня плюшечки. Вот. Именно для украиномовных. Поехали дальше. Жду еще вопросы. Тикс.
А вот понимаете, в чем дело? Если бы же я ее сразу нашел, я бы вам сказал. А так теперь вы меня поставили в ситуацию, когда я буду рыться. Оно, конечно, все под рукой. Да, Корнилов, насколько я помню. Текс. Конспект лекций. Останин. 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 Основы разрахунки на міцність. 2001 год. С тех пор я, видите, вот она книжечка. У меня есть в руках. Была еще Корнилова книжка, но у меня ее нету. К сожалению. Если я правильно, конечно, помню автора. Да. Вот так. Ну, я на кафедре не преподаю с 2012 года, а потому как бы литература не очень была нужна, потому что сопротивление материалов, уровень, который требуется обычно, это вот такой вот популярный, да, то есть не глубокий, и поэтому как бы необходимость отпала. Да, пожалуйста. Так. Первое, да, не перестаю удивляться тому, как обучают, ну, то есть вот в моем вузе было интересно, нас учили и были интересные школа, но зарубежная школа, то есть, например, там есть студенты из Франции были, Польши, Голландии, и вот в некоторых зарубежных, ну вернее не в некоторых, во всех, те, кто из-за рубежа обращался за помощью, всегда было интересно посмотреть, что там требуют. А требуют там по-другому. Я уже говорил, что, например, первое занятие по сопротивлению материалов, первая расчетная проектировочная работа во Франции, насколько я помню, у одной студентки была, она архитектор в будущем, и первая лабораторная работа заключалась в том, что они должны были пойти на стройку и пофотографировать, и найти все виды деформации, которые возникают, ну, то есть изгиб, растяжение, сжатие, там может быть срез, может быть смятие, может быть кручение. То есть вот все, что найдут, там было поставлено определенное количество фотографий, да, с соответствующим видом деформации. Очень прикольная, по-моему, версия для того, чтобы потом разбираться с тем, что ты делаешь. Да, так вот, я приготовил на закуску, раз больше вопросов нет. Ух ты, ага, понял, это да, так. Какой уровень математики необходим? Да, уровень математики, вот, все задачи, которые мы решаем, они вот простые. Ну, да, там есть, когда мы изгибом занимаемся, там есть, например, мы берем производные или интегралы. Но они все очень простые. То есть интеграл от x dx, интеграл от x квадрат dx, то есть больше уровня не нужно. То же самое производная, да, чтобы понятие производной, опять же, я его показываю, рассказываю и прям вот на занятии, да, то есть по большому счету, чтобы сказать, что вы должны там, чтобы, например, начать со мной изучать сопротивление материала, вам сначала нужно изучить то-то. Нет. То есть я делаю так, что когда ко мне приходят учиться, я все потихоньку рассказываю. И вот эти суммы моментов, которые там в теоретической механике были, там как отдельный большой раздел, мы вот так вот незаметно для себя проходим. Просто когда мы приходим к раме,
в раме там получается чуть сложнее, да, но принцип-то тот же, и тогда это происходит незаметно. Если мы переходим к пространственному стержню, там тоже не всегда, например, нужно определять опорные реакции, или когда мы определяем опорные реакции, мы уже к тому моменту, когда пространственный стержень рассматриваем, мы уже как бы владеем понятием опорных реакций, и тоже не вызывает особенно сложностей. Так. Что дальше? Что дальше? Дальше я приготовил один факап по строительству. Ну, то есть ошибки в строительстве. И вот я их вам сейчас покажу. Ну, железнодорожный мост и способ закрепления шарнирно-подвижный. Возвращаемся к этому мосту еще раз. По порядку. То, что я как раз хотел рассказать. Да, начнем, конечно, опять же с железнодорожного моста. Я говорил, что фермы это, в принципе, такая штука, которая заменяет балку, да, просто балка, она изгибается, а ферма выполнена таким. В принципе, здесь балка, которая лежит на двух опорах. Одна опора здесь, одна опора здесь, то есть на двух берегах. Балка двутавровая. Вот эти вот все штуки, которые красивые такие вензеля и все это все бутафория. Она не несет никаких нагрузок, а наоборот является нагрузкой. То есть она навешена на эту балку и висит. Давайте посмотрим на то, как выглядят опоры. Потому что вот прямо вот уже здесь хорошо видно, что что-то здесь не так. Вот прям вот уже здесь видно, что что-то здесь плохо. И действительно плохо это потому, что эта опора, она просто была, видимо, старая, и берег разрушается под действием воды, видимо, весной поднимается. Набережную укрепили, а опору для моста не особенно заморачивались, и вот она посунулась и упала. Она, в принципе, пошла в воду. С другой стороны, да, это выглядит вот так. То есть вот здесь идет опирание и здесь чуть-чуть. Вот эта, вся эта колонна упала, и вот так вот она располагается. Забили сваю, вот этот столб, да, забили прям в землю. Подперли, с одной стороны подперли вот этот бык, чтобы он не падал, а с другой стороны сделали вот такую стяжечку и мост на него положили. Приварили немножко. Вот, то есть сделали еще одну точку опоры. Вот это падает точка опоры, эту надавили так, что как бы при падении понятное дело, что она давит на нашу сваю горизонтальной нагрузкой. Вот так. Да? А это означает, что вот там вот в болоте, куда ее там забивали, создается изгибающий момент, да, который в заделке, потому что земля является в данном случае заделкой. Мы же забили внутрь земли кусок этого стержня. Он теперь там как бы заделкой является. Это земля, вот это болото. А так как мы силу сюда прикладываем, чем глубже было бы, тем больше был бы момент, но слава богу, речка не очень глубокая, поэтому, значит, там не очень большое плечо при давлении вот этой силы. Но, тем не менее, вот теперь приварив вот здесь, вот здесь приварено, приварив, хотя бы зафиксировали и уменьшили эту нагрузку внизу в земле. То есть хотя бы ее не так крутит от изгибающего момента. Так, что дальше? Это одна сторона нашего моста, вот это вот. А теперь вот с этой стороны посмотрим, что там. Да, это там в глубину. Опять я
не туда. А теперь с другой стороны. Вот это была первая фотография. То есть, ну, что меня сразу удивило, что балку положили бетонную на грунт. Она, естественно, треснула. Ну, вот тут вот трещина. Ну, потому что так делать нельзя. Ну, и тоже, в принципе, точка опирания, ну, чуть более надежна, чем предыдущая, но довольно-таки плохо сделано. Ну, и видите, да, мост двутавровый, ну, в смысле, вот эта балка двутавровая, и слева тоже двутавровая. Вот и все, в принципе, что я хотел по поводу моста сказать, да, и если железнодорожный мост сделан, с правильной опорой, то тот мост, который мы только что смотрели, хоть он и пешеходный, и бутафорские на нем штуки, он полностью бутафорский и выглядит, как будто бы делали его халтурщики. Вот так. Ну, по крайней мере, точно без инженера, знаете. Это вот когда совсем без инженера делали. Вот такая история. Так, я надеюсь, как раз по фото я прошелся, и на вопросы ваши я ответил. Да, ну, как всегда, я хотел час ложиться, заговорился и, да, чуть-чуть затянул. Вот. На этом я с вами прощаюсь. Будьте здоровы, до свидания. Вопросов больше нету, да и время вышло. Буду рад видеть вас снова через 2 недели, в среду. Это будет у нас 6-я следующая среда, 13-е. Довольно-таки веселое число. Встретимся 13 октября. Да, 13 октября. Обсудим в следующий раз изгиб. Да, начало изгиба. Статически неопределимые задачи мы пойдем следующим этапом. Вот, поэтому изгиб. Что еще? Еще... Все. Сайт, ссылки у вас есть, под описанием они будут. Обращайтесь. Будьте здоровы, до свидания. Удачи.